Дорогие подписчики и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Сегодня приглашаю вас на вязание вот таких симпатичных туфелек в стиле ирландского кружева. Ирландское кружево – это можно сказать, моя слабость, вот так. Если, друзья, вы смотрите это видео, еще не подписавшись на этот канал, то, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Нажмите на кнопочку «Подписаться», на колокольчик, чтобы не пропустить видео, которые будут выходить на этом канале. Итак, начинаем. Что надо? Я взяла вот такие подошвы без каблучка. Здесь пробитые отверстия на расстоянии 1 сантиметр друг от друга. И на них я буду вязать эти туфельки. Вот такая пряжа Петра. Очень красивый цвет, такой сине-голубой, вообще очень красивый. Мне эта пряжа нравится, она довольно тоненькая, думаю, что буду вязать в 2 нити. Большой плюс этой пряжи в том, что она не тянется, состав 100% катон. Вот, 100 грамм. И здесь у нас используется крючок 2 миллиметра, я буду использовать 2,5-3, потому что вязать буду в 2 нити. Итак, начинаем. Начинаем мы с обвязки подошвы. Все описание по пряже я поставлю под этим видео, поэтому вы сможете посмотреть и когда будете выбирать пряжу, ориентироваться на это описание. Хотя я думаю, что любую пряжу можно использовать, но просто это все-таки кружево, и оно способно к растягиванию, такое вязание. Будем вязать вот такой нитью, не тянущейся, как можно плотнее. Подошву я обвязываю в 1 нить. И сейчас просто в каждое отверстие, вот первое отверстие 1 столбик без накида, и дальше в каждое отверстие буду провязывать 3 столбика без накида. Вяжем до конца ряда 3 столбика без накида. Здесь я использую крючок 2,5. В это же отверстие 2 столбик. Пряжа прям такая шелковистая, скользкая. Ну ничего, как-то я приспособлюсь в процессе вязания. И 3 столбик. Дальше переходим к следующему отверстию. И так двигаемся по кругу до конца ряда, до 1 петли. Доходим до конца ряда. Вот здесь у нас было 1 столбик из первой, вот это отверстие из первого, поэтому довязываем сюда еще 2 недостающих столбика. 1 и 2. И получается, что у нас из этого отверстия тоже 3 столбика провязанных. И заканчиваем ряд. Соскальзывает прям с крючка. Крючок тоненький. И нить просто падает с крючка. Не очень удобно. Вот 2 столбик. Теперь обычный вот таким столбиком соединительным 1, 2, этого достаточно 2 соединительных столбика, и можно конец нити обрезать. Дальше буду вязать в 2 нити и возьму, наверное, крючок 3, потому что 2,5 слишком тоненький. Вот с одной стороны мотка и с другой забираю нить. И с одного мотка буду вязать, я думаю, что одного мотка, ну, может быть, чуть-чуть не хватит, я посмотрю в конце и напишу в описании, сколько ушло пряжи на эти туфельки. Все, начинаем вязать 1 ряд. В каждую петелечку ряда провязываем столбик без накида по кругу. Вот этот конец нити обязательно завязываем, чтобы не оставались. Вот этот 1 ряд буду еще вязать этим крючком 2,5, потому что очень маленькие отверстия.
И в каждое отверстие, в каждую петелечку провязываю столбик без накида до конца ряда. Доходим до конца ряда, провязываем последнюю петелечку и дальше будем вязать уже чередуя длинные и короткие петли. Вот тут соединительную петлю, дальше воздушная петля подъема и начинаем чередовать петли. Первую петлю вяжем из ряда, который на ряд ниже от верха. Вторую петлю вяжем с предыдущего ряда. То есть как обычно. Чередуем. Потом опускаемся на ряд ниже. Вот так. Следующую петлю из предыдущего ряда. Вот так чередуем весь ряд длинными и короткими столбиками. То есть, видите, если мы опускаемся на ряд ниже, то с лицевой стороны формируется длинный столбик, такая длинная ножка столбика. И в предыдущем ряду обычный столбик. Все, вяжем так до конца ряда. Я уже не раз показывала, как это вязать, но все равно вопросов много, поэтому совсем вот сейчас еще приближу и покажу. Видите, вот так. Предыдущий столбик я ввожу крючок, провязываю столбик без накида, а затем опускаюсь на ряд ниже, вот сюда. Самый первый ряд, который был обвязки. Теперь снова в предыдущий столбик. Захватываем 2 петелечки вот этих, 2 стеночки столбика. И снова на ряд ниже. Вот так мы чередуем длинные и короткие столбики. Я надеюсь, что это все понятно. Вяжем таким образом до конца ряда. И следующий ряд будем вязать точно такими столбиками, только в шахматном порядке. Довязываем сюда. И вот теперь, когда мы в конце ряда, мы заканчиваем ряд. Тут у нас длинный столбик. Дальше короткий столбик вот здесь. Следующий. Нам нужно соединить этот ряд. Очень туго вяжу. Соединительный столбик. И дальше вот смотрите, у нас длинный идет столбик. И мы над этим длинным столбиком будем вязать короткий. А над коротким будем вязать длинный. Все, опускаюсь на ряд ниже, между столбиками длинными провязываю длинный. Над длинным столбиком провязываю короткий. Здесь я не делаю никаких воздушных петель подъема, просто двигаюсь по кругу и все. Вот точно так же вяжу, как вязала предыдущий ряд, только в шахматном порядке. Над длинным столбиком короткий, вот так вот, видите, вот здесь прямо, а между ними, между двумя длинными столбиками получается длинный. В общем, тут все видно. Если вы будете смотреть на то, что вы вяжете, вы четко будете видеть, где у вас какое. Вот тут короткий, под короткий опускаемся на ряд ниже, провязываем длинный. Дальше идет длинный, над ним сразу же короткий. То есть это понятно. Все, провязываем так до конца ряда. И потом продолжаем вязание дальше по кругу несколько рядов. Сколько рядов вам понадобится, это зависит от того, какая будет высота подъема. Вот так, длинный, короткий, чередуем и вяжем несколько рядов на высоту подъема. Вот я провязала, тут у меня 4 ряда, вот таких вот чередующихся в шахматном порядке.
Заканчиваю ряд соединительным столбиком, еще один соединительный столбик, и нить можно обрезать. Конец вот этой обрезанной нити я перетяну на изнаночную сторону и спрячу его вот здесь в вязании между петлями предыдущих рядов. Обязательно спрячьте, потому что дальше мы вязать уже не будем, мы будем делать кружево и потом его соединять. И этот конец нити, он никак не должен здесь у нас торчать. Вот сюда я его спрячу, под эти нити. Все, основа у нас готова. И теперь будем вязать кружево. Смотрите, для того, чтобы кружево у нас держалось, я подготовила вот такую форму стопы. Я замерила высоту пальчиков, высоту подъема, взяла вот такие губки, потом нашла цельный поролон, но все равно уже сделала из таких губок, они плотненькие довольно, склеила их клеем обувным между собой, и вот такие получились 4 губочки у меня ушли. Замеряем по стелечке, вырезаю вот этот низ, а потом поверху просто вот так 4 губки вырезаю ножом высоту подъема пальчика, дальше немножко вперед высоту подъема здесь замерила и здесь, и все, и получилось. Тут тоже наклон пяточки вырезала. Получилась вот такая форма. Без этой формы у нас не получится прикрепить ирландское кружево. Вот смотрите, вот таким образом иголочками на форму мы будем прикреплять это кружево, чтобы оно было четко по форме ноги. Поэтому давайте сделаем такую форму и дальше будем уже вязать само кружево. Начинаем вот с этого элемента, который у нас впереди. Итак, набираем воздушные петли. Сейчас я буду использовать крючочек номер 3 и двигаемся. Закрепляем первую петлю вот так и начинаем вязать в 2 нити. Вяжу. Вязание очень плотное. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сделали цепочку. В первую петлю закрываем ряд соединительным столбиком, 11 петель воздушных, закрываем соединительным столбиком. Все, теперь начинаем вязать по кругу. Конец нити прячем в вязание. Делаем 1, 2 воздушные петли, накид, и под цепочку провязываем столбик с одним накидом. 1, 2, 3 и продолжаем дальше, пока вся цепочка не заполнится. Вяжем столбики с одним накидом. Вот здесь абсолютно не принципиально, сколько вы провяжете столбиков. Главное, чтобы они плотно прилегали друг к другу и полностью вот этот круг, чтобы был завершен. Во-первых, разная может быть толщина пряжи. Вяжем вот так до конца ряда. В конце ряда, смотрите, получился такой плотный круг. В конце ряда верхнюю, вот тут первую петлю, соединительный столбик, закрыли ряд. Вот получился такой круг. Эту нить, которая осталась лишняя, ее можно обрезать. Она уже ввязана в круг, поэтому здесь она, чтобы не мешала, я ее убираю. Все, и продолжаем вязать дальше.
воздушная петля подъема 1, и сюда делаем шаг как бы назад и провязываем столбик без накида. То есть это получается вязание рачьим шагом. Видите, мы идем не вперед, столбики без накида, а делаем шаг назад в каждую петелечку. Вернулись на шаг назад в предыдущую петлю и провязали столбик без накида. Но кажется, что неудобно сначала, но потом привыкаешь и все. И вот так в каждую петелечку шаг назад, захватываем нить, провязываем столбик без накида. Вяжем до конца ряда рачьим шагом. Закончили ряд. Теперь с изнаночной стороны вот сюда под этот же, под петлю, над которой мы закончили последний шажок, вытягиваем сюда эту петлю наизнанку. Вот так. И у нас получился вот такой круг. Теперь будем вязать лепестки. Ну, вот эти вот, которые у нас тут есть. Вот 1, 2, 3 и 4. 4 вот этих лепестка. Набираем воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набрали. Разворачиваемся наизнанку, пропускаем 3 петли. И вот под 4 столбик вот сюда провязываем соединительный столбик. Все, соединили. Теперь мы под эту цепочку будем вязать столбики с одним накидом, поэтому нам надо первый столбик привязать вот сюда к кругу. Вот через одну петлю будем вот сюда привязываться, поэтому нам нужно сделать 2 воздушные петли, один столбик пропустили, под второй вот так провязали столбик без накида. Все, мы как бы сделали первый столбик с одним накидом. Теперь делаем накид и провязываем сюда столбики с одним накидом. Это второй получается у нас. Теперь 3. И продолжаем вязать до конца ряда. У меня получилось 14 столбиков под эти воздушные петли. Все, закончили ряд. И теперь вот здесь пропускаем опять один столбик, через один привязываемся соединительным столбиком. Дальше воздушная петля, цепочка из 7 воздушных петель. Привязываемся уже вот к этому лепестку, который мы связали. Пропускаем 3 столбика под 4 соединительный столбик. И точно так под этот соединительный столбик сейчас первая петля у нас будет идти, первый столбик имитируем. Вот сюда через одну мы провязываем воздушную петлю и потом присоединяемся соединительным столбиком, разворачиваемся, делаем накид и под цепочку провязываем снова 14 столбиков с одним накидом. Продолжаем вязать до конца ряда. Столбики с одним накидом. Вот дальше мы провязываем еще 2 вот таких же лепесточка. То есть 7 воздушных петель, привязываемся, вяжем столбики с одним накидом и получаем вот такую как бы детальку. Первая у нас готова. Теперь нам нужно сделать обвязку края рачьим шагом. Двигаемся назад по краю изделия. Вот такой мотив. У нас их должно быть 2. На левую и правую туфельку они абсолютно одинаковые. Вот так обвязку делаем рачьим шагом, по краю идем до конца. Затем обрезаем нить и прячем ее. Вот, видите, мы получили точно вот такое
точно такой мотивчик. Это первый. Теперь мы будем вязать вот эти лепесточки. Их по 2 на каждую туфельку. 2 у нас есть, еще 2 сейчас. Я покажу вам, как его вывязывать. Набираем цепочку из воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще одну для подъема. И во вторую петлю от крючка набираем столбик без накида первый и столбик без накида второй. 2 столбика без накида. Дальше в следующие 2 петли 2 полустолбика. Делаем накид и провязываем все вместе петли с накидом. Второй полустолбик. Провязали. Дальше накид и столбики с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Провязали 2 столбика без накида, 2 полустолбика, 4 столбика с одним накидом. Осталась одна петля, в нее провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Дальше будем вязать в зеркальном отражении. 4 столбика с одним накидом, 2 полустолбика и 2 столбика без накида. 1, 2. Теперь столбики с одним накидом. 3, 4. Дальше у нас идут 2 полустолбика. 1. Этот конец нити я ввязываю, чтобы потом не распустилось. И второй полустолбик. 2. И дальше последние 2 столбика без накида. 1, 2. Закончили ряд. Теперь вот здесь уголок, чтобы у нас не раздваивался, мы в первую петелечку соединительный столбик. Вот получилась капелька такая, листочек. Теперь делаем воздушную петлю подъема и назад идем рачьим шагом, делаем обвязку этого лепестка. В каждую петелечку провязываем столбик без накида рачьим шагом, то есть шагаем назад. Вот таким образом двигаемся теперь до конца ряда рачьим шагом. В конце ряда с изнаночной стороны заводим в первую петелечку крючок и вот эту петлю вытаскиваем на изнанку. Все, ряд завершен. Воздушная петля подъема и дальше следующий ряд. Вот сюда крючок заводим под столбик, видите, с изнаночной стороны. Вытягиваем петлю, провязываем столбик без накида. Под следующий столбик, столбик без накида. Теперь под следующий столбик полустолбик,
Делаем накид, заводим крючок под следующий столбик и провязываем полустолбик, все петли вместе. Теперь под четвертый столбик снова провязываем полустолбик. Дальше начинаем вязать столбики с одним накидом. Делаем столбик с одним накидом, еще столбик с одним накидом. Теперь третий. Четвертый. Дальше на закругление вот здесь будем делать воздушную петлю между столбиками. Также вяжем под каждый столбик столбик с одним накидом, но между ними провязываем воздушную петлю. 2, воздушная петля, третий, воздушная петля, четвертый, воздушная петля, пятый, воздушная петля, и дальше вяжем 4 столбика с одним накидом подряд, уже без воздушных петель между ними. Вот сюда 2 полустолбика и 2 столбика. 2, 3, это столбики с одним накидом, 4. Теперь полустолбики и последнее довязываем столбики без накида. Все, в последнюю тут столбик провязываем, закрываем ряд. Соединительным столбиком. Все, и мы закончили этот ряд. Следующий ряд мы делаем обвязку. Значит, в каждую петлю воздушная петля подъема, и дальше идем в каждую петлю столбик без накида до закругления наверху лепестка. Там, где у нас воздушные петли, под них мы тоже будем вязать столбики без накида. Здесь у нас идет в каждую петлю. Вот, доходим до закругления, и под каждую воздушную петлю провязываем 2 столбика без накида. Над самими столбиками не вяжем ничего, а вяжем просто под каждую воздушную петлю 2 столбика без накида. Дальше до конца ряда в каждую петлю столбик без накида. Все, обвязку мы заканчиваем этого лепесточка. Вот видите, он выравнивается, такой получается симпатичный. Заканчиваем ряд столбиками без накида в каждую петлю. Последняя соединительная. Все. И теперь делаем обвязку этого ряда. Двигаемся рачьим шагом назад, шаг назад, столбик без накида. Так же, как мы делали обвязку ряда в начале. Все, двигаемся до конца ряда рачьим шагом. Заканчиваем ряд. Последний провязываем столбик.
И дальше вот эту петлю заводим крючок с изнаночной стороны, вытягиваем петлю на изнаночную сторону, все, и закрываем ряд. Обрезаем нить и нить прячем потом в вязание. Все, вот такой лепесток мы сделали. Таких у нас 2 будет тоже на каждую туфельку. И следующие узоры мы будем уже с вами провязывать в следующей части видео. Вот таких 2 мы связали. Затем нам надо будет связать вот эту пяточку. Вот здесь такие лепесточки делаем по 2 с каждой стороны, маленькие вот такие. И потом мы все будем заканчивать. Друзья, если вы еще не подписались на канал, сделайте это прямо сейчас. Нажмите на кнопку подписаться, на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А мы встречаемся в следующей, во второй части.